Россияне пытаются запутать силы обороны Украины. Президент Чехии нашел почти 1 миллион боеприпасов и версии убийства Навального. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Потери россиян в отношении к украинским в Авдеевке практически 1 к 10. Конфискованные российские активы из США передали в Эстонию. Какова их судьба дальше? Эта передача – первая в своем роде передача США средств иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине. Шольц не позволил Урсуле фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО. Почему? Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, это важно. И еще раз напоминаю вам, что нужно еще и подписываться на наши каналы, если вы еще этого не сделали. Ну а мы пока начнем с новостей. Выход сил обороны из Авдеевки проходит согласно плану, говорят в Вооруженных силах Украины. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский пишет в Телеграм, что часть бойцов при выходе из города попали в плен. Также командующий описывает количество потерь россиян за день. И пока оккупанты поднимают флаг над Авдеевкой, российские блогеры в это же время считают потери своей армии тоже. Центр национального сопротивления пишет о том, что армия оккупантов теряла по 5000 человек в неделю. Американская разведка говорит, что с октября по декабрь убитыми и ранеными Россия потеряла около 13 тысяч. Украинские эксперты пытаются понять дальнейшие планы оккупантов. Когда российские оккупанты они захватили Бахмут, и тоже возник вопрос, а что дальше? Ну вот они его возникли. Они его захватили, и куда далее двигаться? На Северск, в северном направлении, нет, они не смогли продвигаться. Славянск, аналогично, у них не было возможности продвигаться в направлении Славянска. Им была нужна определенная оперативная, которая растянулась практически в год. И только сейчас, причем за время этой, назовем это так, условно, оперативной паузы, российские оккупационные подразделения потеряли контроль над юго-западным сектором Бахмута. То есть Клещиевка, Андреевка, и не смогли даже захватить за этот период Ивановское. Сейчас они пытаются продвигаться в направлении Часового Яра, то есть им на эти процессы понадобился практически год. Вместе с тем россияне продолжают обстрел Купянска и Запорожья. Поэтому понять, в каком именно направлении они будут продвигаться дальше, пока сложно. Под Запорожьем поврежден объект энергетической инфраструктуры. 4000 абонентов остались без тепла после обстрелов, говорят в Горсовете. А в Купянске 2 человека ранены в результате обстрела и повреждены несколько домов. Также в запорожском направлении, судя по постам, якобы принадлежащим украинским военным в социальных сетях, идет бой в направлении Работино. Президент Чехии нашел 800 тысяч снарядов для Украины. Об этом он заявил в Мюнхене на украинском ланче, организованном фондом Пинчука. Петр Павел говорит, что пути получения снарядов нужно искать настолько же креативные, насколько креативны украинские военные. Сейчас мы нашли 500 000 снарядов калибра 155 мм и 3 миллиона снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить в Украину за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и так далее. Чехия ищет поставки боеприпасов по всему миру, а затем работает с партнерами по НАТО для того, чтобы быстро переправить все это в Украину. Версии смерти Навального продолжают появляться, как и то, где российского политика потеряли уже после смерти. Его тело пока, на момент записи видео, по крайней мере, матери не выдают. Тело Алексея Навального должно быть в морге той больницы в Харпе, где его пытались спасти. И, кстати сказать, по всему выходит, что где-то час не вызывали все-таки скорую и пытались оказать ему, если оказывали помощь, посредством людей, которых вряд ли можно назвать врачами, потому что начальник медицинской части ИК-3, его зовут Лисюк, он по образованию врач-гигиенист, а по своей биографии он лицо без определенного места жительства из Краснодара. Приехала скорая через 7 минут после вызова. Вот есть примерно час разница с вызовом.
пытались оказать помощь все-таки самостоятельно. Врачом-гигиенистом, бывшим бомжом довольно странно. Источники издания агентства утверждают, что такая внезапная смерть может быть следствием отравления новичком. Об этом говорит врач, который лечил Алексея после отравления. Спекулятивно можно сказать, что в успешных случаях отравления новичком будет то же самое, просто остановка сердца, что установлено в уже доказанных случаях летального отравления. В Следственном комитете адвокату политика сказали, что причины смерти не установлены, поэтому тело не могут передать семье, пока не закончится проверка. Правда, в том же ведомстве за час до этого адвокатам говорили, что проверка закончена и криминала не обнаружено. Об этом пишут в пресс-службе Навального. Они его пытали больше года, они его содержали в нечеловеческих условиях, а потом в конечном итоге, видимо, может быть, спровоцировали его смерть. Спровоцировали смерть, не знаю, каким-то препаратом, ядом, еще чем-то. Организм был ослаблен, может быть, там не так много и нужно было добавить, чтобы он потерял сознание и наступил летальный исход. И в любом случае, это убийство, это политическое, осознанное убийство, это, я бы сказал, казнь публичная. Это попытка запугать всех и вся. Это, в общем, по большому счету, режим дает всем сигнал, что он никакими теперь уже рамками, никакими тормозами не ограничен, и даже не стоит думать, что у него есть предел и дно. Нет у этого режима ни предела, ни дна в своих подлостях, жестокостях, низости, цинизме и так далее. Все это надо понимать. Это прекрасный сигнал, считываем очень легко, прекрасный с точки зрения своей ясности и понятности всей цивилизации. Мы пойдем на все, чтобы держать свою власть. День наград для детей Кадырова. Старший сын получил должность министра по делам молодежи Чечни и орден так называемой Донецкой Народной Республики. Дочь Кадырова удостоилась той же самой невероятной награды за то, что приезжала и привозила гуманитарную помощь в оккупированный регион. Впервые в истории США передали Эстонии конфискованные российские активы. Дальше Таллин должен передать деньги Украине на восстановление. Средства, как рассказали в Минюсте США, были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности РФ. Эта передача – первая в своем роде передача США средств иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине. США не имеют возможности переводить деньги напрямую в Украину, поэтому Таллин стал посредником в этом вопросе. Использовать Эстония будет средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после ударов российской армии. Вместе с тем, главы МИД стран G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб. Олаф Шольц якобы помешал Урсуле фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет немецкая пресса. Авторы Вельт предполагают, что причиной стала антироссийская позиция фон дер Ляйен. Срок полномочий Йенса Столтенберга как генерального секретаря НАТО истекает в октябре 2024-го. И госсекретарь США предлагал на эту позицию именно главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Но Шольц якобы считал должность руководителя НАТО, цитирую, слишком важной, чтобы доверить ее христианскому демократу из Германии. Конец цитаты. Филипп Киркоров приехал в Макеевку, подарил детям Донбасса куклу, скорее всего, самого себя. После поездки в Горловку российский певец до Донецка еще, видимо, не добрался. Надо еще это заслужить. Глава города Макеевка, Кучеров Владислав Юрьевич. Это я привез деткам всякие игрушки, краски, раскраски. Дети провела всю свою детство. Творец детского творчества имени «Ты». Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно, любая ваша реакция, тогда YouTube показывает это видео большему количеству людей. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.